Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я подробно покажу и расскажу, как связать очень стильный и уютный поднос из джута с использованием готового дна из фанеры и пришивными ручками из натуральной кожи. В данном видео я поделюсь своим расчетом с добавлениями от дна в 30 сантиметров. Покажу и расскажу, как это сделать. Покажу, как связать идеально ровные стенки без свода каната на нет при обвязке. А также открою небольшой секрет, как добиться максимально жестких стенок, которые не продавливаются, не проваливаются от нажатия или давления. Смотрите видео до конца, пишите комментарии, приступим к работе. Мне потребуется джутовый канат 8 мм. У меня достаточно плотный и жесткий материал, но в данном видео я покажу секрет, небольшую хитрость, как даже из мягкого и рыхлого каната связать качественное и жесткое изделие. Джутовый шпагат 2 мм, крючок 5 мм. Заготовка дно 30 сантиметров у меня уже с защитным покрытием, которое убережет изделие от влаги и царапин. Кожаные ручки 20 сантиметров и 3 сантиметра в ширину. Также можно выпустить ручки из полотна, тоже будет здорово смотреться и немного удешевит ваше изделие. Но кожаные элементы на джуте придает особый лоск и красоту этим изделиям. Также мне потребуется скотч обычный или малярный, сантиметр, ножницы, карандаш и горячий клей с термопистолетом. Можно использовать любой быстро схватывающийся клей. Все необходимые ссылки с интересными для вас видео, а также ссылку на продавца-производителя данных материалов вместе со своим промокодом на скидку я оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к вязанию. На моем канале есть подробное видео по расчету вязания корзины от круглого дна с выпущенными из полотна ручками. Здесь для вас оставляю на него ссылку. В данном видео я даю вам уже готовые расчеты. У меня 30-сантиметровая донышко, имеет 72 отверстия по периметру. Периметр в сантиметрах 95. Но при этом, обвязывая канат, я знаю, что на 10 сантиметров каната у меня ложится 11 столбиков примерно, плюс-минус, с небольшой погрешностью. Я прикладываю канат по внутренней части моего готового дна и замеряю длину того каната, который мне придется обвязать. Это будет немножко меньше, чем 95 сантиметров, которые я померила по заготовке. Прикладываю, равняю, стараюсь нигде его намеренно не укоротить и не удлинить. Готово. Вот этот промежуток я замеряю для себя. И эта длина будет равна первому ряду. Получается 92 сантиметра. Вот 92 сантиметра каната первым рядом мне нужно будет обвязать. Я снимала мерку с 10 сантиметров, поэтому 92 делю на 10 и умножаю на те 11 столбиков, которые ложатся в мои 10 сантиметров погонной обвязки. Полученную цифру округляю до целых петель. В моем случае 102 петли. Вы можете воспользоваться моим расчетом, он будет примерный, либо сделать свой, замерив 10 сантиметров вязаного полотна с вашей плотностью вязания и сделать расчет с этим учетом. Для начала я сделаю декоративную обвязку по дну. Вставляю крючок первое попавшееся отверстие и вытаскиваю рабочую нить, оставляя небольшой запас края. Придерживая край,
Вставляю в каждое последующее отверстие крючок и провязываю соединительные стежки. Не затягиваю их, делаю достаточно свободно. Они ни на что не влияют, только на внешний вид и будут служить как немножко смягчающей обвязкой между столом и подносом. Чтобы не тереть, не шоркать изделия, совершаю вот такую обвязку по всему периметру, стежок за стежком. У меня остается последнее незадействованное отверстие. Рабочую нить я откладываю в сторону, вставляю крючок и подхватываю хвостик начала. Вытягиваю и протягиваю его под первой петлей обвязки, имитируя последний стежок и закрывая круг. Подхватываю этот же край начала. И сейчас увожу его в исходную петлю, оттуда, куда только что вывела его на лицо. Подтягиваю, готово. Подтягиваю обе нити. Край начала сейчас пущу при ввязывании в полотно, а рабочей нитью продолжу работу. У меня 72 отверстия, в которых я рассчитала провязать 102 петли. Ровно не делится. Поэтому я намечаю для себя карандашом добавление то через одну, то через две. Чередую, равномерно располагая добавление. При пересчете отверстий и добавлений к завершению круга я должна выйти на 102 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Еще раз чередую равномерно то через 2 одинарные в отверстие, то провязываю 2 столбика в одно отверстие. По всей окружности делаю для себя метки и вывожу нужное количество столбиков. Я наметила отверстия, в которые провяжу по 2 столбика с равномерной периодичностью по окружности. Теперь это изнаночная часть моего изделия. Рабочая нить выходит из отверстия. В следующее отверстие, минуя косу обвязки, я вставляю крючок и вытягиваю петлю. Вот, обвязка остается незатронутой. Край каната я уже подготовила, купировала его скотчем туго и сделала ровный четкий срез по краю. Прикладываю канат между петлей и рабочей нитью, подхватываю рабочую нить и закрепляю канат первым столбиком. Здесь сейчас канат можно немножко подклеить к обвязочной косе с помощью горячего клея, чтобы он не двигался и был зафиксирован у основания. Следующим образом. Готово. Теперь я буду вставлять поочередно крючок в отверстие, то 1, то 2 раза, согласно своим меткам, сколько с отверстия мне нужно вывести столбиков. А канат, в свою очередь, я буду подкручивать для того, чтобы он был очень плотный и жесткий. Вот я закрепила на второй столбик. В это же отверстие вставляю крючок еще раз, вывожу еще один столбик и канат попутно подкручиваю в ту сторону, в которую он скручен. Он становится твердым и жестким. И только после этого я подхватываю и провязываю столбик за столбиком. В намеченные отверстия необходимое количество столбиков. Слежу за тем, чтобы после вывода столбика кромочная коса смотрела вверх на рост стенок. Продолжаю подкручивать канат, фиксирую его и продолжаю
обвязку столбиками. Слежу за той очередностью, которую я себе наметила. Подкручиваю канат для жесткости. Второй ряд будет вязать немножко проще. Канат будет ложиться на канат, и там я смогу его зафиксировать. Сейчас вяжу так до конца круга, пересчитывая необходимое количество столбиков, которыми я наметила закрепить канат в первом ряду. Круг по канату подходит к своему завершению. Я туго обматываю скотчем тот промежуток, который собираюсь отрезать. Еще раз подкручиваю канат, чтобы он был максимально туго скручен. С одной и с другой стороны то же самое. При скрутке канат немножко укорачивается, поэтому не нужно заранее подгадывать размер, длину каната, подрезать и склеивать. Еще раз подкручиваю. Вижу, где нужно отрезать. И острыми ножницами делаю ровный срез. Теперь, пока края зафиксированы, промазываю клеем с одной и с другой стороны. И еще раз подкручивая, склеиваю стык в стык. Фиксирую и держу, пока не высохнет клей. Теперь удаляю скотч. И продолжаю обвязку до окончания ряда. Столбик за столбиком контролирую количество столбиков и направляю кромочную косу четко вверх на рост стенок. По окончанию обвязки первого ряда я вытягиваю петлю, вставляю крючок в первую кромочную косу с изнанки на лицо, увожу петлю туда, подтягиваю ее, вставляю крючок в перемычку, которая образовалась от протяжки, и вывожу петельку сюда. Это первый столбик второго ряда. Беру край каната, прикладываю его с небольшим запасом и фиксирую рабочей нитью. Здесь слежу, чтобы предыдущий ряд, шов, склейка, не совпали с новым рядом, то есть либо в сторону вправо, влево, регулирую. И продолжаю вставлять крючок в полную кромочную косу, туго-туго притягивая канат второго ряда к первому. Здесь я могу подкрутить канат и зафиксировать его с помощью булавок на предыдущий ряд. Следующим образом подкручиваю, прокалываю текущий и предыдущий ряд. Здесь аккуратно, главное не уколоться. Далее подкручиваю и фиксирую. Готово. Он туго скручен, зафиксирован. Продолжаю вязать столбики. Слежу за размером кромочной косы. Не вяжу ни туже, ни слабее первого ряда. Стежок за стежком, без добавлений и без убавлений. Креплю второй ряд каната по кругу, подкручивая периодически, переставляя булавки, вяжу до этого момента.
Снова подхожу к моменту начала каната, хорошенько подкручивая и тот, и другой край, фиксирую место среза. Проделываю соединение точно так же, как в предыдущем ряду. Не забываю подкрутить обе стороны, чтобы канат замкнулся очень тугим и плотным и зафиксировал стенки. Прячу место склейки под обвязкой. Тем же самым способом перехожу на новый ряд. Ввожу снова новый ряд каната. И продолжаю ряд за рядом. Не забываю подкручивать канат, так как это уже сейчас дало мне хороший результат. Стенки твердые и жесткие. Вяжу необходимое количество рядов. Это зависит от вашего желания и визуальной красоты изделия. Думаю, что мне будет достаточно около 5 рядов. Продолжаю следить за кромочной косой. Она не должна менять своего размера, и тогда стенки не пойдут ни на сужение, ни на расширение. Не меняю натяжение нити. Расчет сделан с учетом плотности вязания, поэтому при выполнении перечисленных моментов стенки будут ровными и аккуратными. Я завершила последний 5-й ряд моего изделия. Рядов может быть меньше или больше, и ручки могут выпускаться из полотна. Здесь для вас сейчас оставляю видео, где подробно показываю, как это сделать. А так как у меня пришивные ручки, я сразу перехожу к обвязке. Вставляю крючок в полную косу кромки за обе дужки и провязываю соединительные петли по краю изделия. Это немного завернет края, сейчас они немножко вывернуты, и придаст завершенный вид моей корзине, подносу. Продолжаю так по кругу до момента начала. Итак, последний стежок. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю. Можно для удобства перейти на крючок потоньше. Вставляю крючок в первый стежок обвязки, увожу под него край нити и возвращаю нить в исходную петлю. Прокалываю изделие с изнанки на лицо, подхватывая эту петлю, и увожу нить туда. Здесь сейчас прячу ее и хорошенько отпариваю изделие. Видео по отпариванию изделия, как и для чего это делается, есть на моем канале, оставляю для вас ссылку. И буду переходить к перешиванию ручек. Напомню, ручки у меня размером 20 на 3 сантиметра. Пришить их можно по-разному. Можно закрепить их по обе стороны корзины следующим образом. Образуются петельки, за которые можно удерживать поднос. Можно их пришить с выпуском из полотна следующим образом. Можно без выпуска. Я остановлюсь на последнем, 3-м варианте и уже приготовила иглу, заправленную нить джута. Итак, прикладываю ручку
намечаю место, где у меня выйдет игла. И с изнанки на лицо делаю первый стежок. С этой стороны крест-накрест. И теперь в перекрест. Чтобы по изнанке все было аккуратно, я провожу иглу и нить тем же путем, как была произведена обвязка каната. Вот первый стежок, следующий стежок, готово. И вывожу в то место, которое наметила для себя. И делаю перекрестный стежок. Готово. Вот так это выглядит с лица аккуратно и не менее аккуратно с изнанки. То есть здесь не видно. Опять прячу и подвожу к той нити, которой начинала. Здесь я делаю узелок. Аккуратно край начала уведу под обвязку, спрячу в противоположную сторону, а нить пришивания я веду к следующим точкам, где буду пришивать ручку по этой стороне. Прям под обвязкой провожу, чтобы было ее не видно. Я подошла к точке, где буду пришивать следующую часть моей ручки. Точно так же крест-накрест. Готово первое. Здесь веду иглой к тому месту, где у меня должна выйти игла по лицевой стороне под обшивкой. Готово. И перекрестный стежок. Делаю узелок, закрепление и прячу нить. Первая ручка вшита у меня на ширину 18 петель. Напоминаю, у меня 102 петли, у меня 64 петли по 32 с одной и с другой стороны. То есть можно сделать расчет, чтобы вторая ручка была ровно на противоположной стороне. И пришиваю ее точно так же, как первую. Вот такая красота у меня получилась. Все аккуратно и ровно. Он прекрасно держит форму. Жесткие стенки не продавливаются и не заваливаются. Добавит уюта и дома, и на даче. Если вы вяжете со мной комплект, переходите к следующему видео по двусторонней обвязке подставок под горячее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!